Друзья, я рад вас всех приветствовать на канале. Сегодня у меня для вас такое немножечко не в моем стиле видео. Сегодня мы будем заниматься неким научпопом, давайте так это назовем. Мы с моим коллегой Петром, который, к сожалению, отказывается заходить в кадр, решили для вас, вам показать сравнение моторов для трофи, для того, чтобы вы смогли сделать некий вывод для себя. То есть посмотреть, как эти моторы себя ведут в разных условиях и, соответственно, сделать уже выбор в ту или иную сторону. Понять, что вам нужно, что вам не нужно, что вам больше подходит. Итак, давайте я вам расскажу вообще про моторы, которые мы сравнивали. Мы использовали коллекторы 27 витков, 55 витков. Это единственный коллектор, на самом деле, который мы использовали, и больше заморачиваться не стали, потому что это самые популярные по виткам моторы в трофе. Затем мы стали проверять бесколлекторные двигатели, бессенсорные. Первым был у нас Tenshock RC906-2400 КВ, шестиполюсный. Следующим был тот двигатель, который я всегда сам использую на своих моделях. Это SkyRC Toro четырехполюсный 2800 КВ. За ними мы испытывали сенсорные моторы. Значит, первый Castle Creation сенсорный 1900 КВ. За ним был Hobby Wing Axi 2300 КВ. Он, по-моему, они оба четырехполюсные, если мне не изменяет память. Значит, за ними пошли бесколлекторные, бессенсорные аутранеры. 14-полюсники, все три. Первым был No Name из Китая за что-то в районе 1000 рублей, 920 КВ. Следующий был супер дорогущий, супер навороченный револьвер Holmes Hobbies 1400 КВ. И третьим был точно такой же Holmes Hobbies револьвер 1800 КВ. Также помимо моторов мы, естественно, использовали некий набор регуляторов. Мы использовали разные, то есть мы не стали приводить все к одному значению по одной очень простой причине. Не знаю людей, которые покупают мамбу и используют коллекторы, как верно заметил Петр. Поэтому для коллекторов мы использовали Hobby Wing 1080. Для аутранеров и инранеров бессенсорных мы использовали Castle Creation Sidewinder 4. Для сенсорника Castle Creation 1400 КВ мы использовали Mambu X. Ну и, соответственно, для Hobby Wing Axi мы использовали регулятор Hobby Wing Axi, потому что хрен ты ему к чему другому подключишь. Основным аккумулятором, на котором мы испытывали все моторы, это был, естественно, 2S. То есть также практически самый популярный по вольтажу аккумулятор. Но в качестве факультатива некоторые моторы мы испытывали также с 3S, и один даже решили использовать, проверить на 4S, также, опять же, в факультативных целях. Ну и также я считаю необходимым рассказать про то, на чем мы испытывали эти моторы. Использовали мы Traxxas TRX-4 на первой пониженной передаче. Пиньон мы использовали 11 везде на всех моторах. Вес модели 4 килограмма, колеса 110. Давайте немного расскажу про тесты, которые мы делали с этими моторами. Значит, первый тест это был проезд 1 метра по горизонтальной плоскости на минимальной скорости. И засекали, соответственно, время, за которое модель пройдет по этот метр. Также параллельно с этим мы замеряли еще и ток, который потребляется в данный момент. То есть пока модель едет этот отрезок на каждом, естественно, моторе. Вторым тестом был заезд модели на условный угол в 45 градусов на доску, на которой была натянута наждачная бумага. Мы не замеряли скорость и время за это, соответственно, не замеряли. Оставили это больше как визуальное подтверждение, либо же наоборот разоблачение, то что модель, данный мотор, более плавный, неплавный и так далее. Также, соответственно, замеряли токи, потребляемые системой в момент заезда, то есть когда модель под нагрузкой.
Кстати, забыл сказать про очень важный момент. Мы не отбрасывали газ назад. То есть, мы доводили газ до того состояния, когда модель начинает устойчиво ехать, не срываясь, не останавливаясь, ничего. И не отпускали его назад. То есть, условно, мы дошли до 30% газа и не сбрасывали его вниз. Потому что есть такая тема, что можно сначала тронуться и потом немножечко сбросить газ для того, чтобы модель чуть-чуть еще медленнее, плавнее ехала. Давайте теперь, наверное, после всех этих сравнений, вот вам, кстати, сводная табличка, можете поставить на паузу, посмотреть, почитать, себе куда-то сохранить параметров, которые мы намерили. Итак, что нас удивило действительно с Петром за время этих тестов? Первое, это то, что 2800 КВ сенсор и 27 витков коллектор, практически одинаковые. То есть 2800 КВ можно использовать для трофи, но он требует некого скилла, чтобы модель не срывалась в дикий лютый какой-то когит. То есть, чтобы ехать медленно, нужно потренироваться. Либо же он очень хорошо подходит для того, чтобы дать газ в палас и летать в горы, как делаю я, собственно говоря. Потому я использую такие моторы. Также меня поразил шестиполюсный 2400 КВ бессенсорный мотор, тем, что он получается даже медленнее, чем 27-55 витков коллекторы. То есть, действительно, большое количество полюсов играет свою роль, и я считаю, что для людей, для фанатов бессенсорных моторов, опять таких же, как я, мотор шестиполюсный, это будет действительно находкой, так как не требует какой-то более сложной системы сенсорной, и можно, получается, за небольшие деньги, а он стоит действительно недорого, получить достаточно медленную ползущую модель. Достаточно неплохой вариант. Советую. И не могу не признать, что крышкой в гробу сенсорников это будут аутранеры бессенсорные. Это что-то нереальное. Сами представьте. 1400 КВ на 2S метр проезжает за 2 минуты 5 секунд. В то время как даже самый медленный сенсор 1900 КВ на 2S едет его за 40 секунд. То есть в 3 раза. Вы понимаете, в 3 раза медленнее модель может быть без хваленых сенсоров, без каких-то супер-пупер понижаек. То есть на одной и той же модели абсолютно одинаковые параметры тока, вольтажа и так далее, но разный мотор, и едет оно все плавнее. Не хочу ничего говорить, наверное, вам здесь стоит сделать вывод самим. А вам спасибо за уделенное время, за просмотр. Всем пока.